Друзья, всем огромнейший привет! Пока получилась вот такая вот загогулина, я ее зачистил, все заусенцы убрал. Пока откладываем ее в сторонку, берем пруток, у меня 14 кругляк, и отрежем два кусочка по 15 миллиметров. Получились вот таких вот два кругляка. Я уже нашел центр, такие два пропильчика сделал. Сейчас просверлю троечкой и четверку нарежу резьбу. Теперь нам понадобится два болта на 8 и две гаечки. Резьбу я здесь нарезал, четверочку. Сейчас оставим. Конечно, болты можно сделать сразу покороче купить, но у меня пока вот такие были. Будем их использовать, потом лишнее отрежем. В общем, обварил с двух сторон, отрезал болты и накрутил самоконтрующие гайки, чтобы у нас не разбалтывалось, не раскручивалось. Ну все, это шевелится. Так, в общем, я покрасил в золотой цвет. Приобрел я вот такие вот магниты. Оставляем на место. Берем два болтика, четверочку, и закручиваем. Я их сделал две, естественно.
Давайте посмотрим, для чего же они все-таки предназначены. Моделирую картину. Да, у всех, я думаю, есть вот подобие моих магнитов, но не всегда они будут хороши в этом случае. Нам нужно поставить вот так вот пластину. Что мы можем сделать? Раз. И выставить пластину, как нам нужно. Также, если вдруг можем поджать с другой стороны, чтобы она уж точно никуда не делась. И у нас вот получается какая картина. Силы магнитов хватает. Хоть в таком положении. Хоть в таком положении. Как вам теперь будет удобно, теперь так можно и приваривать. Также можно и 2 трубы поставить. Все, никуда не денется. Варите, что хочешь делай. Также можно выставить уже теперь под любым углом зарезать. Я не знаю, здесь градусов, наверное, 40, может 38. Надо нам закрепить, закрепили. Для подстраховочки еще можно там одну, да, поставить. Все, никуда не денется. Конфигурации целая куча, да, то есть можно даже так оставить, там подлезть с этой стороны подварить. Друзья, и по итогу у нас получились вот такие вот магнитные, многофункциональные, короче, магниты получились. Да, можно, конечно, поставить барашек, чтобы для более жесткой фиксации, но я думаю, что здесь силы магнитов достаточно и будет все прекрасно работать. Вон, магнит очень хорошо. Первым делом нам понадобится кусочек сантиметров 10, 100 миллиметров. Теперь на данном куске сделаем с каждой стороны, отступим по 35 миллиметров. И нарезаем резьбу четверочку. Так, сбоку, с другой стороны нашел центр и подступил по сантиметру, тоже сделаю 2 отверстия на 3 и 3. И также нарежу резьбу. Берем теперь наш профилечек 40 на 25. Режу 2 кусочка по 20 миллиметров. На получившейся заготовках отступил 15 миллиметров сверху, нашел центр, закернил, сейчас делаю отверстие на 8. По итогу наши кусочки я здесь отрезал. Здесь также нарезал резьбу четверочку. Получилось вот такие 2 штучки. На профильной трубе на куске, который у нас снизу, здесь 2 штучки есть, также отметил снизу 1,5 сантиметра, 15 миллиметров, и от краев по 10 миллиметров. И сделаю тоже отверстие сквозное на 8 миллиметров. Также мне понадобится вот такая вот пластина 40 на 100. В ней также просверлил 2 отверстия на 3 и сделал резьбу четверочку. Немножечко я выступил с зазором, с выступом. Сейчас на магнитах все это держится. Сейчас сделаю пару прихваточек и обварю. Так что глаза! Теперь конструкцию я собрал. Сейчас гаечки тоже прихвачу немножко, по одной прям прихватке. Твои прихватки и дело. Получается у нас пока вот такая вот конструкция.
Окрасил, осталось теперь за дело за малым собрать все до конца. Использовать буду вот такие вот магниты неодимовые, будем устанавливать. Многофункциональный получился у нас магнитный держатель. Конечно, многие из вас скажут, что можно пользоваться вот такими вот магнитными угольничками там держать. Но сами же согласитесь со мной, что чем больше всяких приспособлений, тем удобнее нам работать в нашей мастерской. Теперь же можно поставить в любом положении, да, я тут специально даже вот перевернул, барашки сделал, чтобы можно было зафиксировать. Под любым углом теперь можно. Раз взял, зафиксировал. Все, у тебя барашек никуда не идет. Надо тебе прихватывать. Там надо поставить, с этой стороны можно приставить. Хочешь с этой стороны приставляй. Если неудобно где-то подлезть, можно подварить. В общем, функций увеличивается в разы. Уголочек можно также приставить. Там, да, все зафиксировать. Все держится. Хочешь вот каких-то непонятных плоскостях там можно, да, что-то приваривать. Ну тут голь на выдумку хитра на самом деле. И уголочек еще так вот, да, там поставить, приварить там, да, вот. То есть конструкции можно какие хочешь теперь сваривать. Также можно использовать на куске трубы. Выставил так. Все держится, да, вот. Выставил так. Что хочешь теперь можно, под каким хочешь углом можно поставить. Тут идей прям целая куча. Делается элементарно, быстро, просто. Будем делать с вами очередную самоделку из старой вот такой вот массы. Первым делом мы сейчас возьмем с вами профильную трубу 40 на 20. Отрежем 120 миллиметров. Такого же размера нам понадобится пластина. В данном случае это толщина 5, ширина будет тоже 40, уже отпилена здесь. И сейчас 120 мм отрежем. На пластине ступил по краю 15 мм, также нашел центр. Все это разметил, также по центру. А сейчас потерним. Теперь берем пластину, прижимаем ее к нашей профильной трубе. Отверстие буду сверлить сверлышком на 3,3. Дальше взял коронку по металлу на 20 мм. Сейчас будем расширять отверстие в пластине. Получилось у нас вот 3 отверстия. Пока пластину откладываем в сторонку. А мы тем временем сейчас нарежем здесь 4-очку резьбу в нашей профильной трубе. Резьбы, конечно, получилось немного, пару витков, но тем не менее мне этого будет достаточно. Пока это тоже откладываю в сторонку. Беру кругляк 265 миллиметров. Получили вот такое вот копье. Сейчас где-то отступим 50 миллиметров и нагреем и будем загинать. Пока его тоже откладываем в сторонку. Берем теперь массу и вот так вот ее прям отрезаем. Отрезал болт, получилось от шляпки 45 миллиметров. Теперь нашу конструкцию осталось все это сварить, и у нас уже получится с вами готовая самоделка. Получилась вот такая вот конструкция. Сейчас поставим заглушечки пластиковые. По итогу я покрасил. Инструмент ведь не только должен быть функциональным, но еще должен быть красивым, доставлять самому удовольствие. И берем опять же неодимовые магниты, вставляем их в наши заранее приготовленные отверстия. В принципе, тут, как я и говорил, что я резьбу там сделал пару виточков, там она особо не нужна будет, потому что они
держатся и так. Но для того, чтобы не вылетали, не оставались на металле, для этого я и сделал. Теперь сейчас прикрутим на маленькие винтики с паттайей. Все прекрасно держится. И вот наш уже инструмент полностью готов. Ставим теперь на металлическую поверхность. Но будем испытывать. Теперь я попробую поставить под шайбочку. Теперь даже можно шайбочку закрепить и шайбочку обварить. Также можно попробовать побольше детальку взять. Болтик. Все держится. Можно поставить гаечку совсем маленькую, шестерочку. Все, теперь она зафиксирована. Можно тоже ее прихватывать. Можно даже поставить и на круглую трубу. Также можно выставить нам ту же самую гаечку. Инструмент, ну, такой довольно-таки интересный получился. Так, силы магниту хватает. Вот труба у меня кусок метровый. Держится прям, ну, не отцепишь. Ну, только если, конечно, придать усилия, то да. Даже вот такой кусок металла, здесь, наверное, 50 на 40, и то поднимает, и силы хватает. Ну, да, получилось, я думаю, довольно достойно. Результатом я очень доволен. Вам всем огромнейшее спасибо, кто смотрит меня, кто поддерживает. Напишите обязательно ваше мнение, что думаете по этому ролику. И что можно добавить, что видоизменить. Обязательно ставим по лайку, кому понравилось. Кому не понравилось, сами знаете, что можно поставить. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще не подписался. Ну а я буду прощаться. Вам всем жму крепко руку. Всех вас обнял. До новых встреч. Пока-пока.